Аня Пушкарева, победительница юниорского Умблдона. Для всех это тяжело, когда папа тренер. Я приехала этот турнир выигрывать. Ну, то есть, по Я крайней мере... таких слов не помню. А вот реально ли кайфовать в финале Умблдона? Как будто бы попала действительно в какое-то очень крутое светское общество, хотя почему как будто бы я туда попала. И выбор платья это тоже было невероятно. 7 часов сборов, такого в моей жизни еще не было. Друзья, всем привет! У нас сегодня прекрасная гостья Аня Пушкарева, победительница юниорского Умблдона. Ну, я не знаю, для меня вот всегда что-то трепетное, особенно когда мы общаемся в эфире с нашими юниорами. Аня, привет! Я с тобой буду на «ты». Ты пока что со мной на «ты» не хочешь переходить, но ничего страшного. Но хочу, чтобы мы за это время с тобой чуть поближе познакомились. Скажи, пожалуйста, как у тебя вот складываются эти несколько, получается, дней, а то и вот уже целая неделя после победы на Умблдоне? Складывается все очень даже хорошо. Конечно же, очень непривычно себя ассоциировать с таким высоким, как для меня, званием, потому что, конечно же, я не ожидала победы на этом турнире, от себя такого результата. И пока что все еще непривычно. Я говорю это в каждом интервью, что я все еще не свыклась, но мне правда нужно время. Я не знаю, когда я смогу себя ассоциировать с этим титулом, но, конечно, эмоции невероятные, и гораздо больше мотивации, еще больше стало работать после этого. Мне кажется, знаешь, вы выбрали такой вид спорта — теннис. Тут каждую неделю турнир, каждую неделю какой-то вызов, поэтому, к сожалению, насладиться победой, да, не приходится. Что вот выиграли, трофей подняли, а дальше уже следующий вызов. Это что-то похожее, да, я так нащупываю? Да, конечно, потому что уже сразу нужно приступать к тренировкам, потому что сезон на Умблдоне не заканчивается, еще много и много турниров, и, нету как такового времени для отдыха, нету времени расслабляться, нужно работать дальше. Я тебя перенесу в финал, потому что мы все следили, смотрели, была и трансляция у нас на больше, мы следили за твоим финалом. Ты играла с первой ракеткой мира, с китаянкой Синь Джань Сунь, в 3 партиях победила, но вообще все складывалось так достаточно витиевато в этом финале. Ты вела и в первой партии. Расскажи, пожалуйста, в итоге ее проиграла. Расскажи, пожалуйста, что в этом финале было в первую очередь? Тенниса, эмоций, нервов, и как тебе вот удалось себя, ну, как, не знаю, мне кажется, в такой фокус очень поставить и все таки этот матч закрыть? Прежде всего, я бы хотела сказать то, что китаянку зовут Ксинран Сан. Я просто хочу немного поправить, потому что все ее называют, Суньжин Сунь, но на самом деле она Ксинран Сан. Это вот 15 лет просто девочки, да? да. Это особенности китайского языка, потому что действительно в русскоязычной Да, прессе и мы всем все очень ее тяжело называем. перевести, поэтому все по-разному называют, но все таки мы ее так все называем. Отлично. И конечно, финал, я бы сказала, что мне было очень сильно волнительно, потому что я чувствовала большое давление, много кто на меня надеялся, так как мне сразу же после моего полуфинала сказали то, что я первая русская, кто вышел за 10 лет в финал Уимблдона. Я думаю: "Вау!" Потому что я не ожидала, что такая информация будет, конечно же. И уже до финала было небольшое давление, потому что очень много людей пожелали удачи. Я знала, что очень много кто будет за меня болеть. И, конечно, до жути хотелось выиграть, но я понимала, что я не на все могу повлиять, и просто вот могу только выйти и сделать максимум, что от меня зависит. Что, собственно говоря, я и сделала. Конечно же, во многом помогла атмосфера первого корта, потому что когда ты играешь на таком корте, хочется бороться за каждое очко, хочется как можно дольше оставаться на этом корте. И что мы и сделали, самый долгий финал среди девочек. Как-то так. А физически насколько тебе было сложно вот этот фокус держать? Потому что вот для меня юниорский теннис, я его очень люблю, и в свое время много работала на юниорских турнирах. Мне всегда очень было интересно вот смотреть на эти молодые, свежие эмоции. Как у тебя с этим? Вот каким игроком ты себя все-таки вот больше позиционируешь? Таким стойким, либо наоборот заряжающимся от пиковых эмоций во время матча? Я считаю, что все очень индивидуально, потому что иногда меня от чего-то может, наоборот, накрыть волна какой-то нервозности, иногда что-то может меня больше зарядить. То есть, у меня уже были моменты, когда я играла на больших аренах, и я все эти 3 раза проиграла, когда я играла на больших Мгм. аренах. Это тоже меня немножечко волновало до матча. То есть я знала свою статистику по играм на аренах. И вот если в остальных матчах, наверное, игра на арене мне скорее мешала сосредоточиться, в этот раз это стало
наверное, большим плюсом и, наоборот, дополнительной для меня мотивацией сыграть, потому что, видя всех этих людей, которые пришли на мой матч, действительно, понимаю, что я играю на втором по крутости корте на большом шлеме, на котором играла там Гауф до меня буквально. И, конечно же, это придает мотивации. Я просто для себя, наверное, решила то, что я сделаю максимум, что на сегодня могу. И главное уйти с корта не обязательно с победой, а просто довольна собой и знаю, что я выложилась на максимум. Это очень такая взрослая позиция. Мне кажется, не все могут ей похвастаться, вот это выложиться, даже не победа, а просто получать удовольствие, да. А вот реально ли кайфовать в финале Умблдона? Вот реально ли действительно искренне, если мы сейчас уберем вот эту всю браваду, интервью и так далее, вот реально получать удовольствие? Я, конечно же, считаю то, что удовольствие можно получать. Опять-таки, в моем случае это было, наверное, 80% напряжения на корте и 20% удовольствия. Но факт того, то, что удовольствие было, конечно же, исключать нельзя. И уникальные моменты, на самом деле, когда ты слышишь то, что перед розыгрышем какие-то люди, которых ты, казалось бы, не знаешь, ты не знаешь даже, где они затерялись в этих огромных трибунах, кричат твое имя, и ты понимаешь, что с тобой еще в каком-то смысле играет огромное количество человек, которые за тебя болеют. Ты, правда, в каком-то смысле чувствуешь энергетику этих трибун, и, конечно же, это заряжает и мотивирует играть дальше. Конечно, на корте не видно, что я этому радуюсь, но внутренне все таки есть, какая-то радость детская, то, что вот, казалось бы, то, о чем там всегда мечтала, то, что играть на больших трибунах при больших зрителях. И, конечно, это непередаваемые эмоции. Это было классно. На самом деле это прям видно. И ты знаешь, я была 10 лет назад как раз на Умблдоне, когда Настя Потапова выигрывала свой юниорский Умблдон. Очень символично. У вас один агент, ты тренируешься в Академии Александра Островского. И вот мне кажется, прям очень вся эта история так символична. Расскажи, пожалуйста, про свой бокс. Понятно, там был папа, был Александр. Кто еще присутствовал в боксе? У меня в боксе помимо моего папы и Александра Сергеевича еще присутствовали также 2 русских девочки, но это уже все знают. Это была Полина Березина, непосредственно участница Умблдона юниорского. Она сыграла там полуфинал в паре, что я считаю тоже хороший результат, конечно же. И была девочка помладше, она у нас, получается, 13-го года, Люба Проненко. Она сыграла полуфинал до 14 Умблдона, потому что, например, у меня, к сожалению, в свое время не было возможности сыграть Умблдон до 14, тогда наших русских игроков не пустили. И я считаю, что она сделала крутой результат, конечно же, потому что это на год старше. Вот, поздравляю тоже с этим. И сидели еще друзья моего папы вот втроем, получается. Я их очень давно не видела, но папа их давно знает. И, конечно же, я была не против пригласить людей в свой бокс. Научи меня, вот представь, не знаю, сон при температуре 40. Я оказываюсь в твоем боксе. Ты играешь финал взрослого Умблдона, why not? Как мне нужно себя вести? Я должна поддерживать тебя, сидеть с каменным лицом. Что я должна делать? На самом деле, я бы не сказала, что я от своего бокса чего-то невероятного жду. Обычно, конечно же, все приходится на одного тренера. Это либо мой тренер, либо мой папа. В этом случае оба в одном. То есть, и, конечно же, у меня все эмоции в основном летят на него. То есть, если вы просто среднестатистический зритель и не мой папа, то, скорее всего, вам не нужно вообще ничего делать. Неважно, как вы себя ведете. Меня это просто не раздражает. Я не из тех, кто там, в общем, ругается на всех людей. Вот я ругаюсь обычно только на одного человека. Ну, простите, на кого все таки нужно сбрасывать на кого-то свои эмоции. Я надеюсь, он понимает, почему я так делаю. Конечно. Расскажи про папу, про ваши эмоции совместные. Такой путь прошли. Если, друзья, вы вдруг не знаете, Аня, ты же из Владивостока, да? Да. Далеко, вот там где-то. Добралась до Академии Александра Островского, получается, в 19 году. Если где-то вру, останавливай меня. Правильно все, да? Да, вроде всё правильно. Получила стипендию, и вот начался вот такой вот долгий-долгий путь. Весь этот путь провела вместе с папой. Не просто, наверное, работать с родственником, тем более с родителем, но у вас это получается, и кажется, что там прям и химия, и все правильно, и как-то все вот распределение, короче, ролей, что обычно страдает в теннисе, но бывает, у вас как-то очень сбалансировано. Вру, не вру. Ну, конечно, это очень деликатная и щепетильная тема. Это все всегда может поменяться. Все мы знаем, что есть какая-то определенная специфика подобных отношений. И, конечно, бывают и плохие, и хорошие периоды. Все очень относительно. И, конечно, вы видите только картинку на экране. Но я не могу врать, конечно же, это очень тяжелые отношения. И
Ну, для всех это тяжело, когда папа тренер, но тем не менее мне это дает самые большие плоды, и в любом случае один из лучших вариантов тренера. Конечно. Я читала твое интервью, и меня цепанула такая фраза. Ты назвала себя ленивой. Видимо, с иронией, с сарказмом, или это вырвано из контекста, но вот эта фраза: "Да я достаточно ленивая". Это, Я наверное, не было интервью, когда я давала после Тарба, мне кажется, вы читали, нет? Да-да, конечно, да. Тарбо — один из самых крутых юниорских турниров. Ты его выиграла, причем туда ты приехала со словами: "Я приехала этот турнир выигрывать". Ну, то есть никак, но, по крайней Я мере таких слов не помню. по крайней мере, это было написано, понимаешь? Говорила, не говорила, но со словами, что все таки не просто так мы приезжаем. Давай к ленивой я тебя верну. Не очень укладывается в голове. Теннис ленивых, хоть и талантливых людей не терпит. Это очень трудоемкий, такой жестокий, иногда рутинный вид спорта, особенно в таком там нежном возрасте, в котором находишься ты. Э, Почему называешь себя ленивой? Что имела в виду? Но мне кажется, то, что всегда было вот какое-то, наверное, желание схалтурить. Но, конечно, уже если мы говорим, это интервью было сколько, 4 года назад. То есть, конечно, уже совсем поменялась позиция. И на самом деле я бы сказала, что, наверное, как раз-таки Тарп стала в каком-то смысле отправной точкой к моей нынешней позиции. То есть я считаю, что да, до Тарба я была, правда, ленивой, но опять-таки ленивой это не значит, что я что-то не доделаю. Это просто значит, что я делаю с лишней какой-то неохотой, возможно, но я все равно это делаю. Потому что, Мгм. конечно, если бы не делала, результатов бы не было. Сейчас, я понимаю, что каждый шаг очень важен, каждое твое действие очень важно, любая разминка, заминка, каждые 15 минут твоей жизни имеет значение. И вот чем старше ты становишься, чем профессиональнее твой тур, то есть вот сейчас юниоры, дальше профессионалы, то нужно внедрять какие-то все новые и новые действия для того, чтобы прокачивать свои навыки, прокачивать свой уровень, где-то добавить каких-то таблеток, ну, таблеток, например, там магния, еще чего-то, Мгм. сдать анализы, понимать, где у тебя что-то не так и так далее, в общем говоря. То есть сейчас я считаю то, что меня назвать ленивой достаточно тяжело, потому что, по крайней мере, я делаю все то же, что и остальные. Мы на самом деле живем все приблизительно в одном режиме. Я после твоего финала и победы переписывалась с Сашей Островским, как раз спрашивала: "Расскажите, что у нас так за девочка тренируется, кто, как, где?" И он тебя называл очень работоспособной. Он говорил, что ты действительно прям вот трудяга на корте. Единственное, что мешало вот этому прорыву случиться, в предыдущие года — это проблемы со здоровьем, что были травмы, которые тебя тормозили. Ну, я думаю, что, конечно же, для моей семьи это был очень тяжелый период, потому что мне иногда кажется, что им тяжелее даже, чем мне. Потому что я поэтому, знаете, мне когда что-то начинает болеть, вот просто бывает такое уже в нашем виде спорта, что что-то болит 2 дня и отпустит. И вот, ну, не надо раньше этих 2 дней, когда там уже ты не понимаешь, что это что-то серьезное, вот ни в коем случае не говорить, потому что все такую тревогу начинают бить. Просто все начинают буквально сходить с ума, и ты думаешь, все, я лучше чуть-чуть потерплю, точно убежусь, то, что это что-то серьезное, и в моем случае, наверное, одна из таких, серьезных травм, которая на меня повлияла, это была травма моей левой кисти. Мгм. Если честно, мне так и не сформировали четкий диагноз, потому что были разные врачи разные диагнозы говорили, там что-то было очень странное. Если я не ошибаюсь, это были какие-то повреждения в фиброзно-триангулярном комплексе в запястье, это основной комплекс сустава. Мгм. И, в общем говоря, у меня она начала болеть примерно в апреле 2024 года. И, 24 октября 2024 года у меня была операция на эту кисть. Мгм. Предварительно я также делала плазму, и плазма мне не помогла. И когда я прилетела уже там с какой-то серии турниров, потому что, опять-таки, я отказывалась не играть турниры, я говорила, что я все равно поеду, буду играть, буду стараться, там высокие категории. И вот приехала, сделала УЗИ, и мне сказали, что необходима операция. Конечно, было страшно, но я это прошла период реабилитации после травмы. Конечно, он был тяжелый, но тем не менее вот я вернулась, и все хорошо. Это, наверное, одна из таких серьезных травм. Также у меня была травма до Австралии, колено. Опять-таки, это вот самые серьезные травмы, которые идут достаточно долго. У нас такой вид спорта, тоже постоянно работаешь, постоянно что-то забивается, постоянно какие-то травмы могут возникнуть. У всех разные предрасположенности тела, так что от этого никто не застрахован.
В тот момент были в семье мысли, разговоры, а что, если не получится там и восстановление не поможет? Была ли А, все какая-то паника? В семье разговоров не было, но я более чем уверена, что, конечно же, такой немой вопрос, можно сказать, возможно, летал. Но мне кажется, то, что моя семья была уверена, что я восстановлюсь, а вот я сама, конечно, я сама на самом деле паниковала, но опять-таки внутри Мгм. себя, потому что если ты это выносишь, то получается это еще больше паники, потому что все остальные тоже начинают паниковать. И я как-то это больше внутри себя проживала. Конечно, было страшно, но что поделаешь, как говорится. Боец, молодец. А каково это тоже ни разу не играть на травяном покрытии, приехать, сыграть, получается, ну, у тебя был все равно турнир, да, перед Умблдоном, ты, Да. получается, эти корты, ну, не эти корты, травяные корты, скажем так, опробовала, и потом просто с корабля на бал. Вообще удивительная история. Я приехала в Роллхэмптон, это турнир перед Уимблдоном, и мне удалось потренироваться на траве всего 2 дня, и в общей сложности я провела на ней 4 часа до своего первого матча. Конечно же, ожидать чего-то очень крутого не стоило. Я проиграла в первом круге. Опять-таки, конечно же, достойный матч, я считаю, выдала, учитывая, что первый раз на траве могло быть гораздо хуже. Проиграла достойной сопернице, которая потом тоже там прошла. Но, тем не менее, конечно же, это очень сильно подбило мою уверенность в себе, потому что я начала думать, что вот на Уимблдоне случится то же самое, потому что, Мгм. я совсем сначала не понимала траву. Для меня казалось каким-то очень странным покрытием, то есть я не понимала, нравится, не нравится, вообще, как мяч отскакивает. Ну, в общем, для меня это были совсем странные ощущения. И в моменте я чувствовала себя, если честно, каким-то любителем. Мне казалось, что я настолько не понимаю корт, настолько он со мной не коннектится, то, что я просто чувствовала себя непрофессиональным игроком. Как будто вот прям первый раз вышла, и у меня были ассоциации какие-то, знаете, вот с искусственной травой вот этой, на которой Мгм. любители играют в турниры. Вот у меня вот ощущение было, что я на ней играю. И А совсем не когда все Уимблдон. щелкнуло? Ну, в какой-то момент же щелкнуло, потому что, ну, теннис ты очень классный показывала. Что-то там, какие-то настройки, да, у тебя встали на место? На самом деле, мне кажется, то, что, во-первых, конечно же, помогла практика. То есть после своего Мгм. поражения я играла до полуфинала еще на этом турнире в паре. И, конечно же, тренировалась. Но щелчка как такового не было. Я считаю то, что это вот ото дня в день ты чувствуешь чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. И вот, естественно, вот до финала как раз-таки я считаю, что на финале я выдала пик своего тенниса, наверное, который я могла вообще выдать на этом турнире. Это то, что я от себя и хотела увидеть, свой максимум показать, и дать зрителям действительно хороший матч. Это было одной из моих целей, и, слава богу, я этого добилась. Э, вот, я считаю, что больше здесь сыграл именно процесс, то, что мы натренировались. То есть не было какого-то определенного щелчка, когда я поняла: "Ох, трава- это мое покрытие". Такого, конечно же, не Мгм. было. Расскажи, пожалуйста, про конкуренцию в туре и в юниорском туре в том числе. Мне тоже попалось твое интервью, где ты про Аксинью Ефремову рассказываешь. Тоже такая фраза была любопытная. Ты сказала, что это одна из моих ближайших подруг, но и также очень принципиальная соперница. Мне нравится, когда в теннисе прям, знаешь, открыто говорят про свои ощущения и чувства. Сейчас все очень друг друга любят. И мне вот нравится, когда говорят: да, принципиальный матч, да, хочу ее обыграть. И классно, вот это и есть в юниорском теннисе. Расскажи про конкуренцию, пожалуйста, потому что сейчас многие девчонки уже, получается, твои ровесницы и а, подружки, коллеги, они выступают и во взрослом туре. Понятно, что наверняка ты за этим следишь. И что, какие эмоции это вызывает? Тоже хочется. Есть ли какое-то сравнение себя, своего тенниса с ними? И назови, пожалуйста, пару имен, за которыми я, как теннисный журналист, должна следить в ближайшие несколько лет. Сейчас мне очень тяжело судить, и я понимаю то, что каждый из этих людей, может заиграть, и поэтому я не хочу вам давать ложных надежд, и я не буду называть вам имена, кто заиграет и за кем нужно следить. За кем нужно последить, вы обязательно узнаете. Окей, А хорошо, принято. Вот, что я могу сказать? Конечно же, вот эта тема конкуренции и дружбы, она всегда была очень, близкой, и все всегда спрашивают насчет этого, потому что всем интересно. Для меня, например, это никогда не было принципиально. Даже вот когда мы были совсем маленькими, для меня не было проблемы разговаривать с девочкой в день, как мы играем. Для меня не было проблемы поделиться мазью или обезболивающим прямо на матче. У меня была такая ситуация. У меня Мгм. девочка играет, говорит, у меня болит нога. И я ей отдавала свою мазь, которой я пользуюсь. Потому что врача там надо было долго ждать.
То есть для меня это никогда не было принципиально. Я считаю, то, что все, что на матче, остается на матче. Но также я никогда и не вела себя как-то неуважительно на матче по отношению к соперницам и тем более к друзьям. Но, естественно, когда ты играешь против своих друзей, это очень интересное такое психологическое состояние, которое вот в другие моменты ты не ощущаешь, потому что ты знаешь, что ты очень хочешь выиграть, но ты не даешь вообще никаким своим эмоциям ходу. Ну, лично я. Опять-таки, все по-разному, но я вот всегда против друзей стараюсь играть супер спокойно и выказывать максимальное количество уважения, которое я могу. Но вот это тяжело, но несмотря на все, для меня это не проблема разделять конкуренцию и дружбу. Думаешь, это не поменяется, как тебе кажется? Я понимаю, мы не можем заглянуть там вперед, но ты себя, как мне кажется, знаешь и чувствуешь достаточно хорошо. Но вот представь, ты там уже на пике 25, 25 лет, не знаю, финал шлема. И вот, знаешь, вот иногда же игрокам нужны вот эти дополнительные какие-то эмоции, раздражения. Как плюс старт это в спорте, да, называется? Думаешь, не будешь чертиков Да. выковыривать изнутри? Ну, опять-таки, на будущее загадывать не могу. Я не могу вам сейчас пообещать, что обязательно такого не будет. Я не знаю, что со мной произойдет через 5 лет, что со мной произойдет, возможно, через месяц или через неделю. Но я считаю, что в перспективе я измениться не должна, потому что это Мгм. началось у меня с детства, и по сей день я абсолютно одинаковая, ничего не менялось. И вот на сегодняшний момент я такая, и мне кажется, на сегодняшний момент, что я не изменюсь. Но кто знает, как Кто говорится. знает, да. Теннис он такой. Расскажи, пожалуйста, про этот прекрасный бал. Ты была просто невероятная, красивое платье, такая прям вся, ну, принцесса, прости за штамп, но выглядела потрясающе. Ну, девчонкам всегда интересно, как платье выбирали. Я понимаю, что там целый процесс. Было ли какое-то легкое волнение? И вообще, со стороны кажется, вот знаешь, нам, кто никогда в таких мероприятиях не участвовал, даже не прикасался к этому таинству, что это просто что-то волшебное. Действительно ли напоминает ли это бал, либо тут больше какое-то официальное мероприятие? Я бы сказала то, что, конечно, название этого мероприятия бал, но на самом деле это такой более светский вечер, я бы назвала это так. То, что вот вы просто приходите, у вас есть определенная программа, у вас есть столы, за которые вас рассадили. И на самом деле просто достаточно уютный и такой официальный вечер. Я бы сказала то, что атмосфера была просто невероятной. Я как будто бы попала действительно в какое-то очень крутое светское общество, хотя почему как будто бы я туда попала. Конечно, непередаваемые эмоции и выбор платья — это тоже было невероятно. 7 часов сборов — такого в моей жизни Ого! еще не было. Так, и То как ты с есть этим справилась? Вот давай про это, ладно, теннис, там вот эта трава, мне ничьи, интересно. это какая-то, да, все, оставим это. 7 часов. Это ты так платье искала? Вам же, наверное, привозили их, да, на выбор? Ты мерила? Вот расскажи, как это все процесс проходит. Да, в общем-то говоря, для тех, кто не знает, хочу сказать то, что Умблдон — это единственный шлем, на котором такое мероприятие вообще существует. То есть выигрываешь любой другой шлем, такого не происходит. Мгм. Поэтому если кто-то хочет попасть на бал, это нужно выиграть Умблдон. Во-первых, дается 3 проходки, то есть 3 человека еще может пойти с тобой на этот бал, и одевают нас прямо вот в раздевалке центрального корта. Супер! Очень Да, удобно, я могу сказать. это точно, потому что сначала мы думали, что нас повезут в какой-то бутик в Лондоне там, но в итоге это было в раздевалке. И ты заходишь в просто какое-то несусветное количество платьев. Единственная проблема то, что все в одном экземпляре, то есть, понравилось платье, не подошел размер, ну, прости. Мгм. Не получилось. Вот, и, конечно, какое-то время, достаточно долгое, занимает процесс выбора платья, потому что, естественно, такое важное мероприятие. И, казалось бы, когда я еще в следующий раз одену платье, и хочется выглядеть как можно лучше. Также выбираешь макияж, тебе еще красят и также делают прическу. Тоже нужно все Мгм. выбрать. Понятно, и это заняло как раз много времени. Да, ну там получается то, что нам сказали идти туда к 1:30, мы пришли, и там пока выбрали платье, потом сказали, мы занимаем очередь на макияж, там отдохнули полчаса, опять пришли, макияж сделали, потом очередь на прическу занимаешь, там еще достаточно много людей, желающих туда попасть, и сидишь, ждешь своей очереди. Понятно, и 7 часов пролетели. С кем ты была? С подругами, да, насколько я понимаю? Я была как раз-таки с Любой Броненко, она до 14 лет сыграла полуфинал, как я уже Мгм. сказала. Любопытный факт, то, что мы встретились с ней впервые на этом турнире, но я решила то, что, во-первых, идти одной девочке совсем уже не очень, не очень весело, и к тому же мне хотелось вот
Исполнить, возможно, какую-то мечту девочки. Я думаю, ей было бы очень приятно. Я подумала, что вот если бы мне в ее возрасте кто-то дал проходку на бал Уимблдона, я бы была бы просто очень счастлива. И, конечно же, я захотела подарить такие эмоции Любе. Это очень трогательно. Ну и фоточки нужно сделать, правильно? Конечно, а Хорошие. то папа в фоточках не очень. Да, поэтому нужна девочка, подружка. Скажи, пожалуйста, дальнейшие наши планы, они какие? Что играем? Задерживаемся в юниорах? Торопимся, форсируем, не форсируем? Какова ситуация? На самом деле мы все еще строим наш календарь. Конечно же, попробуем, внедрять больше взрослых турниров. В данный момент у меня с 3 числа там Астана 2 турнира, пятнашки. Мгм. И потом мы планируем также, ничего не изменилось, мы поедем на юниорский US Open. После US Open теперь, добавился новый турнир. Это финальная восьмерка. Конечно же, кто бы знал, что я туда попаду, никто не добавлял этот турнир в мой график, теперь он добавлен. Вот и как-то так. С Нового года пока не знаю, но думаю, то, что мы будем пытаться гораздо больше играть взрослые, упор на взрослые, конечно же, будет, но конкретного графика пока сказать не могу. Это сейчас больше предвкушение, либо вот как ты ждешь этот взрослый тур, условно, следующий год? Тебе 17, да, скоро уже 18 лет. Понятно, что этот переход, он все ближе и ближе, вот он уже маячится, даже его можешь разглядеть, увидеть. И вот больше сейчас предвкушение, прям руки чешутся, либо есть какое-то опасение небольшое? Я бы сказала, что опасения всегда будут, но предвкушение гораздо больше, потому что это новый опыт, новые турниры, новые игры с людьми. Это то, за что мы так любим теннис. И, конечно же, мне хочется это узнать и познать. Если все сейчас хорошо сложится, то так как я выиграла юниорский Уимблдон, мне дадут карту в квал взрослого Уимблдона. Это будет просто невероятный опыт. Конечно же, я буду безумно рада сыграть на этом уровне. И на самом деле, я бы сказала, опять-таки, неважно от результата. Я просто хотела бы приехать показать игру, которую я могу показать, и тогда я буду собой довольна. Как тебе вообще в взрослый Умблдон и мужской, и женский, победа Доноского и победа Синнера? Кому ты отдавала свое предпочтение в этих финалах? В финалах за кого болела? Мгм. На самом деле, я бы сказала то, что я не совсем тот человек, который вот прям ярко за кого-то болеет. Мне очень хотелось, Мгм. чтобы этот шлем выиграл Джокович. М. Жму Вот руку. это, да. Хотелось, чтобы Джокович, конечно, в моменте, когда он с Роман Сафиуллин невероятно играл, мне хотелось, я думаю: "Роман, пожалуйста!" Это было бы просто невероятно, но я считаю то, что это просто невероятный для него турнир, конечно же. За него я тоже очень сильно болела. Но вот уже в финалах мне в целом было не принципиально, просто за хорошую игру, за красивый теннис. Мгм. Аня, спасибо большое, за этот разговор. Я тебе прям вот желаю искренне вот эту твою непосредственность, такую, в хорошем смысле уверенность в себе, в своих каких-то вот принципах, ня сохранить, удержать и принести во взрослый тур. Удачи тебе, будем за тобой следить. Спасибо Да, всем тебе. спасибо, пока. До свидания.